Телекомпания Ты должен разорваться на миллион кусочков! представляет. How about we just shake this stuff off and go to the mall? Мы снова здесь, и во второй раз бороздим мир бюджетных игр Нэнси Дрю. Если вы не видели разбора предыдущей игры «Свет, камера, загадка», то настоятельно рекомендую с ним ознакомиться, поскольку вторая часть этой мини-серии страдает абсолютно идентичными проблемами. Разумеется, есть и масса новых, и я расскажу о них подробнее. Но пусть первый грех будет своего рода квинтэссенцией всех недочетов предыдущей игры. Брэди Армстронг. Мудак. Надписи на газете во вступительной заставке вызывают больше интереса, чем сама игра. Оригинальное название игры в дословном переводе означает «прибегнуть к опасности», но при этом изящно передана игра слов, поскольку частичка «resort» означает «отдых», и на деле получается, что кого-то ждет потенциально опасный отдых. У нас игру назвали «Опасные связи». Лучше, чем ничего, но... Абсолютно все персонажи кладут болт на все странные действия новой ассистентки, которые никак не связаны с ее прямыми обязанностями. Одно из немногочисленных изменений с точки зрения геймплея — новые кнопки. С одной стороны, спектр их применения стал более узким, а порой даже появляются уникальные действия, например, потрясти или почесать нос. Но с другой стороны, ситуации, в которых не совсем понятно, какое именно действие нужно применить, все же периодически возникают. Кстати, рада за вас. Простите, вы о чем? Раз вы решили узнать, где лаборатория Хелфдена, то, полагаю, вы хотите получить консультацию о вашем... обо всем. Клише этой игры. Персонаж должен порассуждать на тему внешности Нэнси и дать понять, что косметические процедуры ей жизненно необходимы. Единственный, кому реально понадобилась косметическая помощь, так это я, поскольку после визита в Редондо у меня начались какие-то проблемы с кожей. Естественно, все подобные шифры разгадываются именно так. Спойлер, нет. А также буквы на записке мало того, что не совпадают с буквами, которые нужно перетаскивать в очередной тупейшей мини-игре, так еще и количество сильно различается между кадрами. Затея подрывника по определению бессмысленна, раз уж он или она оставляет несложные записки с местонахождением бомб, обезвреживание которых также не вызывает особых трудностей. И практически ни одна из бомб не может по-настоящему сдетонировать. И непонятно, зачем производить закладку десятка бомб в один и тот же день, это крайне нелогично и тупо. А еще Нэнси никогда не поймает автора этих записок с поличным. Самое обидное, что неверные варианты ответа слишком уж забавные, но нет возможности услышать, к чему бы привело использование в речи тех или иных упоротых ответов. Не смогли выехать на продуманности диалогов, так выехали бы на юмористической составляющей. Но нет. Нэнси добровольно превращается в девочку на побегушках. По факту, такая формулировка уже стала каноном. Все примут вас за новую девочку на побегушках. Знаете, принеси это, подай то. В общем, новую ассистентку. При том, что выполнение некоторых поручений, особенно более токсичной версии Маргариты из Венеции, не входит в ее обязанности. Ассистентка не равно рабыня. В статье Лидии говорится, что Жасмин Айви приехала в Редондо для пластической операции. Скорости чтения и обработки информации в этом моменте позавидует любой. И да, спасибо Нэнси, что пересказала эту статью. Мне ведь так интересно это читать. Приготовьте мне чашечку моего антивозрастного чая и заварите его правильно, иначе вы скоро пополните списки безработных. Вы приготовили чай? Я хочу чаю, Нэнси. Вообще-то приготовь мне сначала мой особый чай. чаю, Травник Нэнси. прописал мне специальные смеси. Обязательно Я хочу следуй чаю, его Нэнси. инструкции. Вроде и хорошо, что нас не заставляют снова морочиться с приготовлением чая, а с другой стороны, уж слишком просто. Теперь для того, чтобы заварить чай, нужна целая инструкция. Дожили! Какой в ней смысл, если порядок действий ничем не отличается от традиционного ритуала? Почему в комнатах спа-центра, в которых осуществляются процедуры, нет контроля со стороны медицинского персонала? Я уже не говорю о наличии камер. Мгновенное засыпание, даже без чая. Пиксель-хантинг. Волшебный детектор бомб, который, если верить описанию в начале игры, как будто знает, из какого материала сделано каждое взрывное устройство. Некоторые многоходовки и расположение предметов убивают весь возможный намек на реализм. Хотя, если подумать, он был убит еще в предыдущей игре, а здесь решили добить, чтобы не мучился. И по традиции, все архаичные механизмы по-прежнему функционируют.
Это так по-нэнсяшному. Превратить полочку с гигиеническими средствами в очередной способ заморочить геймера. Есть хоть что-то в этом мире, что разрабы еще не успели превратить в головоломку. Но серьезно. Игра не объясняет, каким образом пёсель забирается в различные труднодоступные сюжетные помещения. Нам, например, для открытия того же лифта понадобилось совершить ту его кучу различных действий. Это биохимик? Да, Хелфден Хелгасон. Биохимик не равно косметолог. Косметолог может быть по совместительству биохимиком, но не каждый биохимик – косметолог. Хелфден рад появлению Нэнси, хотя и не знал, что именно она ассистентка. Так а с чего он взял, что девушка обладает неплохими интеллектуальными способностями, чтобы помочь ему в приготовлении растворов? Довольно тупое и притянутое введение в игру как персонажа, так и нового вида головомоек. Ваша цель — собрать 3 молекулы, и с каждым разом количество атомов будет увеличиваться, а соответственно и времени будете тратить больше. Сложность в том, что зачастую для составления комбинации нужных вам цветов приходится возиться с теми атомами, которые вам вообще не в кассу. Быть может, вместо тупого поворачивания цветных шариков, стоило бы воспользоваться данной возможностью и рассказать игроку про атомы, молекулы, ионы. Нет? Если бы все эти мини-игры не шли друг за другом нескончаемым потоком, то и гнева было бы меньше. Разработчики могли на крайняк ввести функцию пропуска мини-игр, допустим, с лишением очков. Но страдайте в общем. В этой игре у Нэнси будет возможность стать профессиональным физиотерапевтом, косметологом, массажистом и медицинским техником. Меньше, чем за сутки. Головоломки с масками Саски более-менее занятные и логичные, но проблема та же, их слишком много. А еще трафареты не учитывают индивидуальные особенности лиц клиентов. Если этой гидрокапсулой постоянно пользуются, то каким образом злоумышленник запихнул туда бомбу так, что никто этого не заметил? Экран взаимодействия с бомбой остается неизменным на протяжении всей игры, а также не учитывается место, в котором вы ее обнаружили. Жасмин оставляет пароли в незаблокированном телефоне, который прячет то в пневматической трубе, то в панели с телевизором. Ничего странного, типичное поведение персонажа во вселенной НД. Комбинация для сейфа с механическим кодовым замком не может выглядеть таким образом. Ну, уже что-нибудь разузнали? Я встретила Жасмин Айви. Оказывается, она получает записки с угрозами. Записки, расписки, пиписки, расписки. Она звезда. Это часть ее обычной жизни. Это мое лицо после многократного прохождения этой игры ради создания обзора. Для лаборатории, в которой находятся потенциально опасные химикаты, в нее попасть настолько просто, что даже Аскорпу будет стыдно. Хелфден специально оставил кучу ключей в пробирках и создал еще один дебильный многоходовочный план, чтобы постебать Нэнси. Как будто знал, что она вернется и будет лутать. Забавно, что под записями химических формул, что это за вещество мне определить так и не удалось, возможно, это чистая фантазия, красуются рандомные математические расчеты, которые, по сути, представляют из себя простые раскрытия скобок. Когда вам начинает казаться, что в надоевших мини-играх ничего хуже быть не может, вам добавляют еще больше усложняющих факторов. Нужно больше бонусных уровней раздражающих мини-игр. Да по сравнению со всеми этими аркадами, Лиса и Гуси кажутся мне довольно приятной головоломкой. Теперь уже Нэнси косплеит ртуть. Очередная заебищная мини-игра по сути бесполезна, поскольку Нэнси так и не смогла узнать, что же здесь хранит Хелфден, поскольку ее отвлек мистер Принглс. Собака появилась именно в тот момент, когда реагент затвердел, чтобы его можно было сожрать. Это детская игра и все такое, и будь этот химикат не таким безопасным, Нэнси могла отравить мистера Принглса. Задумайтесь над этим. По сюжету Нэнси успевает обезвредить все бомбы, кроме вот этой. Модельки тараканов непропорциональны размерам емкости, в которую их нужно складывать, и возникает ощущение, что здешним членистоногим днем и ночью делают инъекции соматотропина. Я веселый таракан, я бегу, я веселый таракан, я бегу. Ох уж эта болезнь Леонардо. Абсолютно все сюжетные бомбы, даже та, что размещена в горячей печи, лол, даже не думают сдетонировать, а терпеливо ждут, пока Нэнси начнет их обезвреживать. Как удобно. Вот так.
Я не могу достать этот металлический брусок. Нужно попросить о помощи одного из мохнатых друзей Джоанны. Из Нэнси получился заклинатель крыс не хуже Уилларда. Но я за реализм. Какое заболевание заставляет человека разорвать визитную карточку на 8 частей и раскидать их по всей комнате, чтобы никто не узнал номер? Полагаю, что это приступ спонтанного и немотивированного долбоебизма. Надо бы запатентовать этот диагноз. Уж слишком часто он встречается в играх НД. Нужно больше многоходовок. Абсолютно все кладут хер на то, что какая-то там ассистентка без проблем проникает во все помещения спа-центра, доступ к которым по большей части строго ограничен. Собака Шрёдингера. Игра намекает на то, что именно в этом моменте абсолютно все люди с тревожащими их вопросами, требующими безотлагательного решения, почувствовали непреодолимое желание звякнуть в редондо. Когда за стойкой Кэссиди, телефон почему-то не разрывается от звонков. В играх досье почему-то именно четвероногие выполняют функцию сюжетного пинка под зад. В опасных связях этим занимается мистер Принглс. И по большей части это выглядит очень странно и вообще по-мультяшному. Посетители спа-центра, как и подобает таковым, сплетничают, а также комментируют некоторые действия Нэнси. Больше сплетен, богу сплетен. Ты уже видела новую ассистентку? Да, ее сложно не заметить. С ее-то... Тише, она здесь. В играх НД иногда вводятся эпизодические персонажи на пару игровых сцен, а затем про них напрочь забывают. В этой игре забывашки тоже есть. Перерывы между некоторыми головоломками катастрофически малы. Вэл, видимо, ушла в полный дзен, раз не услышала, как Нэнси произнесла слово «бомба», и лихорадочно начала ее искать. Спасибо за помощь. Понятно. Теперь нужно найти бомбу. Вообще похую. Здешний Дейдара, судя по всему, проделывает нехилую работу, активируя и дезактивируя различные мудреные и бессмысленные по своей сути механизмы. И все ради того, чтобы запихнуть туда очередную бомбу, чтобы ее с таким же упорством кто-то искал и обезвреживал. Ничего себе! Ник присваивает деньги клиентов и редонда. Если Блэски забирают всю выручку себе в карман, то каким образом покрываются все необходимые расходы? Как сотрудникам выплачиваются жалования и компенсации? Как быть с арендной платой? Получается, что Редонда — жуткая обдираловка, а Николас вообще аферист. Очередная раздражающая головоломка. Карты — нихуя, обозначений — нихуя. Где располагается игрок относительно карты — непонятно. Вне дорожек перемещаться нельзя. Обойти препятствия нельзя. Приходится бесконечно наматывать круги по карте до тех пор, пока вы не привыкнете к этому пиздецу. И это только цветочки, самый сок будет дальше. Короче говоря, симулятор Яндекс.Дрю провалился. В реальной жизни Нэнси так или иначе бы спалили, поскольку видно, что она даже не пытается как-то скрыться и вообще стоит в полный рост. У Хелфдена в лаборатории оказалась коллекция из животных, фигурировавших в предыдущих играх. А вот как и почему они оказались именно здесь, мы узнали, но вам не расскажем. У Иги несварение желудка от передания мушмулы. А что сделать Нэнси после выполнения лечебной манипуляции? Правильно, даст Иги именно то, из-за чего у него с самого начала возникло расстройство пищеварения, таким образом продолжив порочный круг. Браво, ветеринаром тебе точно не стать, Нэнси. Однообразие анимации персонажей в некоторых катсценах слишком заметно. Миссис Монтегю, вы как никто другой знаете, что я настоящий гений. Я ваша поклонница, это верно, но моим прекрасным внешним видом я обязана не только вам. У меня красота от природы. Да-да, вы абсолютно правы. Мои продукты ее только подчеркивают. Другого я и не предполагал, но поймите меня. Я здесь задыхаюсь. Это место уничтожает мое вдохновение, душит творческие порывы, убивает страсть к исследованиям. И вот мы добрались до самой тупой фишки этой игры — решающего диалога с директором Блэски. Вам предоставляется две попытки назвать злодея. Первая — обвинение, а вторая, по мгновению волшебной палочки, сделает злодеем именно того персонажа, на которого пойдет ваш выбор, даже если вы действовали по принципу рандома. Это геймдизайнерское решение, максимально ленивое и спорное, поскольку отправляет коту под хвост всю детективную составляющую и превращает опасные связи в казуальную бюджетную аркаду с набором заебищных мини-игр.
Для того, чтобы фишка с выбором злодея была оправдана, необходимо обеспечить каждому потенциальному подрывнику адекватную предысторию и логичную мотивацию. Грамотно проработать все возможные сценарии, избежав при этом нестыковок, нелогичностей и противоречий, слишком сложная, а в данном случае невыполнимая задача. Приведу пример нескольких проблем. Во-первых, не каждый из подозреваемых может беспроблемно посещать все помещения спа-центра для того, чтобы производить закладку бомб. Во-вторых, не каждый из персонажей обладает соответствующими знаниями, чтобы изготовить взрывное устройство, пускай и примитивное. В-третьих, если, к примеру, вы сделаете злодейкой миссис Монтегю, она захочет взорвать Редондо, но сама останется в стенах здания на момент взрыва, как будто заранее знает, что Нэнси сможет обезвредить бомбу. В общем, такой прием рождает слишком много вопросов и подводных камней. Для того, чтобы полностью оценить весь потенциал сюжетных ляпов и увидеть абсолютно все концовки, нужно пройти игру 6 раз. Уж простите, но меня хватило лишь на 3 прохождения. Погоня за сумасшедшей собакой-троллем. Чего еще вам не хватало в этой игре? Во-первых, в реальной жизни лазерные аппараты в спа-центрах никогда не выдадут такую высокую температуру. Во-вторых, аппарат, показанный в игре, судя по внешнему виду, приковылял с какого-нибудь sci-fi хоррора. В-третьих, Нэнси портит имущество Редондо и остается безнаказанной. И в-четвертых, ей удалось слепым методом настроить лазер именно так, как нужно, чтобы проделать дырку в полу. Бесячий факт, но все же. Сделав злодеем некоторых персонажей, вы закроете для себя одну из вариативных локаций игры. Зал утилизации, если быть точным. Вы можете возразить, мол, а что здесь такого? Я могу пройти игру еще раз и посмотреть на эту локацию. Но давайте честно, найдутся у вас силы и желания на это? Если да, то могу выдать вам награду игрового мазохиста. Может быть, вы еще 4-го крэша на 106% пройдете? Ирония в том, что если вы будете в точности следовать инструкции, то лишитесь комбо очков, поскольку нужно начинать именно с магнита, а не с дистилляции. Автоклав так не работает. Спасибо, Кэп. Пиксель-хантинг. Дубль 2. Сколько бы нервов удалось сэкономить всем сотрудникам, будь на первом этаже установлены видеокамеры, чтобы не возникло вот такого пиздеца. Как, скажите на милость, этот бесячий траблмейкер, который, откровенно говоря, уже успел достать самого терпеливого геймера, запер самого себя, сука, в сейфе? Как удобно, что все мы здесь сегодня собрались. Дубль 2. Наверное, детектор сработал на этот черный порошок, а значит, карту оставил сумасшедший подрывник. А это значит, что мне нужно попасть в бомбоубежище. Похоже, в нем 3 входа. Думаю, безопаснее всего будет войти через сад. Нэнси, а почему ты решила выбрать именно этот ход? Игра не объясняет. Нам на серьезных щах пытаются втереть, что никто из посетителей или персонала случайно не последовал за очевидной подсказкой и не нажал на ноготочек Гиппократа. Не верю. Другое дело, что попав туда, вряд ли кто-то кроме подрывника смог бы открыть дверь. Но сам факт выбора такого нелепого места для размещения кнопки просто смешон. Наконец-то! Я жду процедур по уходу за лицом уже 5 минут! Начинайте немедленно! Простите, вообще-то я должна здесь кое-что найти. Простите? Вы просите меня еще подождать? Вы мне извините, я скандал такой учиню! Квест со статуями в лабиринте из Икеи. У многих игроков желание дропнуть игру возникло именно на этом моменте, и я их прекрасно понимаю. При отсутствии хотя бы минимальных познаний в мифологии Древней Греции, пройти без гайда будет крайне затруднительно и очень долго, поскольку придется совершить хуевую тучу длительных путешествий от одной статуи до другой. Я допускаю, что о назначении некоторых предметов можно догадаться, однако если у вас не будет адекватной карты с расположением статуй, та, что предлагает игра, бесполезна, и если не будет понимания смысла этой головоломки, то мне искренне жаль вас и ваше свободное время. Мать вешу, люлей отвешу создателям этого бесячего сегмента. Сэр Брэди Армстронг. Мудак. Для того, чтобы заслужить специальные титры, на этот раз требуется заработать минимум 185 тысяч очков. 185 тысяч, Карл! А это подразумевает максимально быстрое и эффективное решение всех пазлов и бонусных сегментов.
а также минимальное количество ошибок в комбинациях. И скажите мне, ради чего я рвал свою пятую точку? Ради этого? Вы открыли специальные финальные титры, примите мои поздравления. Вы настоящий мастер. Теперь, может быть, поиграете в аркады? Это будет интересное испытание. После всего этого разрабы серьезно надеются, что кто-то поведется на этот кликбейт? При всех вышеназванных недочетах в игре есть и ряд несомненных плюсов. Осталась на месте навигация по найденным предметам, документам, также можно пересматривать видеоролики. Во вступительной заставке есть камео Бесс и Джесс. Карта в этой игре все-таки не такая бесполезная, как в предыдущей. Я копался в файлах русской версии, чтобы найти превью к невышедшей игре под названием Ship of Shadows, SOS. Но самого видеоряда не нашел, при том, что озвучка была записана. Печально, что третьей игре серии не было суждено выйти в свет. Вероятно, это было связано с низким уровнем интереса у геймеров. Когда меня пригласили на отреставрированный лайнер для пробного путешествия, я немедленно согласилась. Я решила, что будет здорово провести несколько дней на роскошном корабле. Но как только мы покинули порт, стало ясно, что путешествие предстоит не совсем обычное. Призрачные лица в иллюминаторах, жуткие огни посреди ночи, люди, исчезающие в тумане. Несколько странная поездка стала быстро превращаться в кошмар. Помогите мне узнать причину, пока я не пошла ко дну вместе с кораблем в моем следующем деле. Это ваша спецификация. Мы взяли ее из вашей косметики. Хотите, я вам почитаю, что входит в вашу косметику? Я знаю. Так, бензонат, я сейчас не буду читать название, но в состав входит растворитель для резины, для кожи, для нежной кожи женской, растворитель для резины, средство для насекомых, средство, которое вызывает рак. Вы понимаете, что вы мажете на лицо людям, которые вам доверяют, которые приходят получить у вас молодость, а получают все проблемы на всю жизнь. У нас есть девочка, которая рыдала вот такими слезами, рассказывала, как у нее слезала кожа лоскутами. Вы представляете, что бы с вашим лицом такое сделала? Потому что единственное, что есть у нас, это вот то, что нам дало природа. И не вам это портить. А он требует с меня 5600. С какой стати, а? Мне не нужны подсказки, я выбрал старший детектив. Шутка, я ничего не выбирал. В русской версии игры во время прохождения сегментов в мраморной комнате по неизвестной причине пропадают рыбки. Джоанна спрашивала, знаю ли я его. Небольшой обыск здесь не повредит. Видеть мой глаз. Как-то я бороздил YouTube и нашел пару кадров, предположительно из отмененной третьей игры серии. Вполне возможно, что это фейк, но выглядит симпатично. Канал Captain Valentine не рекомендует к посещению спа-центр Редондо.